Только рис и кабачки. Приготовьте это блюдо всего за 10 минут. Такой вкуснятины из кабачков я еще не готовила. Мне понадобится 100 грамм риса, это примерно полстакана. Высыпаю рис в миску, заливаю холодной водой. Количество воды сейчас не важно. Нам нужно хорошенько промыть рис, чтобы удалить из риса излишки крахмала. Вот таким образом перемешиваю. Посмотрите, в процессе перемешивания вода становится мутной. Это значит, что из риса удаляется лишний крахмал. Отлично, рис промыли. Теперь откидываем его на сито. Иногда рис советуют промывать в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Это нужно для того, чтобы рис получился рассыпчатым после варки, но в нашем случае нам это не нужно, поэтому достаточно будет промыть рис всего один раз. Теперь берем обычную кастрюльку, перекладываем в нее промытый рис, заливаем все холодной водой, чтобы вода покрыла рис буквально на 1 сантиметр выше. Это ориентировочно, если что, лишнюю воду вы сможете слить. Добавляем щепотку соли. И варим рис на медленном огне около 10 минут. Кастрюльку можете накрыть крышкой. Пока варится рис, берем 2 кабачка среднего размера. Отрезаем у кабачков кончики. Если кабачок у вас побольше, будет достаточно 1 штуки. И срезаем кожуру при помощи овощечистки. Кабачки мы очистили. Теперь натираем кабачки на крупной терочке. Летние кабачки — это просто песня. Они такие сочные, свежие, в них очень много витаминов, так что обязательно готовьте блюда из кабачков, чтобы зарядиться витаминами, быть здоровыми и прекрасно себя чувствовать. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. С каждым днем вас становится все больше, и я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Готово? Вот такая симпатичная горка кабачков у нас получилась. Перекладываю кабачки в миску или в тарелку. Добавляем к кабачкам щепотку соли. Хорошо перемешаем и оставим минут на 10, чтобы кабачки хорошо отдохнули и пустили сок. А пока беру репчатую луковицу, разрезаю пополам и мелко нарезаю. Также берем 1 морковку и трем ее на крупной терке. И лук, и морковка придадут больше сочности, пышности и вкуса нашим котлеткам из кабачков. Давайте посмотрим. Рис уже сварился, он полностью готов. Перекладываю рис в большую миску. К рису добавляю лук с морковкой. Кабачки уже хорошо отдохнули и пустили сок. Теперь берем горсть кабачков и хорошенько отжимаем сок из цукини. Посмотрите, сколько много сока. Стараемся тщательно отжимать, потому что лишняя жидкость нам не нужна. Отжатые кабачки добавляем в миску с рисом. Посмотрите, сколько кабачкового сока у нас осталось. Так как он тоже очень полезный, можете добавить его в суп или в другие блюда, не выливайте. Теперь измельчаем пару зубчиков чеснока. Мне нравится использовать на кухне вот такой девайс вместо чесноковыжималки. Но, конечно, вы можете просто пропустить чеснок через чесноковыжималку или порубить ножом.
И, конечно, для вкуса и яркого аромата нужно добавить в котлеты какую-нибудь зелень. Я беру пучок укропа и мелко нарезаю. Все готово. Теперь укроп с чесноком отправляю в миску с рисом и кабачками. Беру 2 куриных яичка и добавляю к рису. Может быть, вам понадобится не 2, а 3 яйца. Будете ориентироваться в процессе, и если что, еще одно яйцо добавите до нужной консистенции. Соль и перец добавим по вкусу. Конечно, можете добавить немного красной сладкой паприки или красного острого перчика, если любите острое. Все на ваш вкус и на ваше усмотрение. Ну а для меня черный свежемолотый перец Forever. У него просто потрясающий аромат и очень сложно испортить им блюдо, конечно, если не крутить мельничку слишком долго. Осталось только все хорошо перемешать, и котлетки уже практически готовы. Можно все перемешать при помощи ложки, но удобнее перемешать руками, потому что очень важно тесто хорошо вымесить, чтобы консистенция получилась более однородной и котлеты хорошо держали форму. И в конце добавляю 2 столовых ложки муки. Если мы недостаточно хорошо отжали кабачки от лишнего сока, мука впитает в себя излишки влаги. Разогреваем сковороду с растительным маслом. И при помощи ложки выкладываем наши котлеты из риса и кабачков. Сделайте средний огонь, чтобы котлеты не горели и успели хорошо прожариться. Друзья, если вы, как и я, любите блюда из кабачков, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу кабачки». Я чаще вас буду радовать такими простыми, быстрыми и вкусными рецептами из кабачков. Конечно, если у вас есть другие пожелания, тоже не стесняйтесь, пишите, оставляйте комментарии. Мне всегда приятна ваша обратная связь. Жарим котлетки и не забываем улыбаться мужу и целовать детей, ведь самая вкусная еда – это еда, приготовленная с любовью. Когда котлеты хорошо схватятся и зарумянятся с одной стороны, аккуратненько переворачиваем и обжариваем до красивой румяной золотистой корочки с другой стороны. Друзья, аромат разносится по всей кухне просто потрясающий. Здесь всего лишь рис и кабачок, но котлеты получаются действительно очень вкусные. Никогда и не подумает, что из таких простых ингредиентов можно приготовить такое шикарное блюдо. Все готово, котлеты уже пожарились, можно выкладывать их на тарелочку. Если хотите, можете выложить их на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Посмотрите, как все быстро и просто мы с вами приготовили, не рецепт, а чудо. Ну а для тех, кто все-таки не признает котлеты без мяса, я предлагаю добавить еще один секретный ингредиент, который сделает из овощных котлет настоящие классические мясные котлеты. Да-да, все очень просто, и если вы добавите немного фарша к рису с овощами, вы получите очень вкусные, сочные и нежные котлетки совсем без хлеба, которые многие хозяйки обычно добавляют в фарш для мягкости. И главный плюс в том, что никто никогда не догадается, что эти котлеты с кабачком. И если ваши близкие не любят кабачки и не едят их ни в каком виде, вы можете приготовить для них такие котлеты, поверьте, они такие вкусные, нежные и сочные, что за такие котлетки вас просто расцелуют. Этот рецепт теперь точно станет одним из моих любимых. И уж точно никакого хлеба в котлеты я добавлять больше не буду, потому что с кабачками и с рисом котлеты получаются гораздо вкуснее и полезнее. Обжариваем котлетки с двух сторон до красивой золотистой румяной корочки. Аккуратненько переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Можно долить немножко водички и протушить под крышечкой до готовности. Такие котлеты готовятся очень быстро и просто, и, как вы сами видите, из самых простых и доступных продуктов.
Любимые мои, посмотрите, котлетки уже поджарились, они готовы. Перекладываем их на тарелочку. Я уверена, что ваша семья оценит этот рецепт из кабачков по достоинству, потому что это действительно очень быстрое, простое и вкусное блюдо. К котлеткам можно подать сметану или сметанный соус. И, конечно, выбирайте для себя тот вариант приготовления, который вам больше понравился. Можете готовить либо просто котлеты из риса с кабачком, либо обычные классические котлеты, заменив хлеб на рис с кабачками. И обязательно напишите об этом в комментариях, какой вариант вам больше пришел. И давайте уже наконец разломим одну котлетку-оладушку и посмотрим, какие они внутри. Посмотрите, какие красивые, румяные, золотистые. Горяченькие, уже не терпится попробовать. Вот такая красота, посмотрите, все отлично прожарилось, пропеклось, со сметанкой просто божественно. Очень вкусно, даже без мяса. Ну а котлетки с мясом просто невероятные. Давайте также разломим котлету и посмотрим на ее богатый внутренний мир. Мясная котлета с овощами – это очень вкусно и также очень полезно. Какая вкуснотища! Когда моя дочка попробовала котлету, она сказала: «Мама, всегда такие готовь, они такие нежные». Это правда. Дорогие мои, я благодарю, что вы провели это время вместе со мной. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения, вкусных котлеток. Пока-пока и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись.